Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал магии и колдовства. Я занимаюсь 7 видами магии, в том числе боевая, наказание, сильнейшие магические защиты от врагов, от конкурентов, от соперников, откуп от дурной судьбы, от смерти, от болезней. Также я есть в Инстаграме и в Телеграм-канале, где публикую закрытые материалы, которые не проходят модерацию на других площадках, скажем так, закрытая информация. И сегодня у меня расклад, как обычно, с 11 по 7 июля по знакам зодиака на влияние высших сил на вашу жизнь. Помним, чем больше мы энергетически в себе уверены и защищены, тем меньше на нас влияет негативное влияние высших сил и с большей эффективностью используются позитивные влияния и энергетические потоки. Каждое утро мы просыпаемся, у нас будет солнце, и мы засыпаем, потому что солнечный ритм руководит нами ежедневно. Также много других влияний, которые влияют на нашу экономику, внешние события, эмоции, наш разум, наши отношения с другими людьми, наши деньги. Итак, первая половина знаков зодиака. Начинаем мы с рыбы. Рыба, овен, телец, близнец, рак и лев. По сферам смотрим, что привносят высшие силы, на то они высшие. Насколько эти влияния сильны, категоричны, скажем так. Старшие арканы, помним, что это достаточно такое сильное влияние. Итак, рыбы с чем ходят? Опа, черная карта. Энергетический сбой, возможны какие-то перезагрузки, причем в негативном смысле. Можете из прошлых периодов ощущать какие проблемы со здоровьем, энергетический пробой, в том числе как бы возвращаю ощущение, что какая-то порча, что что-то происходит, какие-то дурные сны, бессонница. Ну, сейчас посмотрим, какое-то все в перспективе недели во временном отрезке, да, поэтому карта работает по-своему. На каждый вопрос, в каждом временном промежутке она отражает, да, по-своему работает. Так, тройка пентаклей по работе. Вот, кстати, ошибка, неверная передача информации. Может быть, вот эта, кстати, карта указывает, особенно на сбои в технике, да, что-то там, вирус какой-то или техника зависла, зависание. Неверно обработанная информация, ошибка ввода, ошибка вывода, посредник, который неправильно, испорченный телефон. Также, если у вас намечена какая-то серьезная консультация, вы должны очень сильно проследить за тем, как вы доносите информацию, и как вы ее, правильно ли вы ее понимаете, в том числе собеседование при приеме на работу, поскольку вас могут просто неверно понять, и ваши знания, ваша... То есть кто-то что-то не дочул, не дослышал, не довидел, не понял. Окружение, социальные связи, ваш круг общения, всадник жезлов. Вокруг вас крутится, кстати, много интересных личностей. У вас достаточно вот такой какой-то интерес окружающих к вам растет. Может быть, на почве творчества или каких-то взаимного даже интереса. Для женщин это может означать даже, что вокруг вас крутятся мужчины, которые в перспективе не прочь бы с вами сблизиться в личном смысле. То есть какие-то краткосрочные события, которые вас удивят, поразят ваше воображение. Ну, также всадник сам, пентакли, мир, здоровье, мир. Карта в целом хорошая, мирное протекание всех процессов. Единственное, что очень опасно для тех, кто находится в состоянии между жизнью и смертью, скорее означает мирный конец, уход, но если вы перед этим очень долго серьезно болели. В остальных картах, в остальных ситуациях означает, ну, скажем так, мирное. Любой хронический процесс протекает достаточно тихо, спокойно. Можно отправляться в путешествие. В общем, тут все нормально. Есть всякие варианты, у вас еще есть время на то, чтобы пролечиться и так далее. Спокойно. Личная жизнь. Личная жизнь нагнетает что-то карта. Карта, где вы уже испробовали все и уже не знаете, ну, то есть у вас уже опустились руки.
борьба какая-то. Также, если у вас внутри уже семейные отношения, там такой серьезный может быть разборка, вы что-то хотите от своего партнера, или он от вас, ну, вы не можете получить это вот. Если вы одинокий, одинокая рыба, скорее тут, ну, вам не до личной жизни, тут что-то не воды, и люди, которые к вам подходят, пытаются с вами, то есть вы на них ставите сразу моментально крест. Это совершенно убитая область, как бы на этой неделе. Помню, что это размерность неделю. Что-то вообще, рыбы, будьте осторожны. Что-то вам такое опасное вообще падает, особенно если у вас какая-то хроническая болезнь. Причем это может случиться вот на ровном месте, поскольку это черная карта, туз мечей, девятка мечей. Так очень опасные какие-то предпосылки, скорее физического плана. Причем это может быть связано из-за ваших переживаний. Вот, по поводу вашей семьи, по поводу близких вам людей, самых-самых-самых близких. Следите, что это может быть очень серьезное сочетание с такими опасными картами. Здоровье, потому что мир, ну такая мир тоже, особенно те, кто болеет. Что-то тут сердечный какой-то приступ, связанный с такими отчаянием каким-то. Так, овны. Так, овны вышли из себя, поскольку некие шли ранее на какой-то компромисс. Теперь уже этот компромисс невозможен, но какой-то это может быть и компромисс какие-то связанные и внутренний, и внешний. Сейчас посмотрим на работе, что на работе тихо, спокойно. Хороша карта, особенно для тех, кто договаривается, использует помощь помощников, переговорщиков, квалифицированные знания. Какие-то очень хорошая работа. Вам прибудет работки. Устройство на работу, собеседование отлично проходит, вас правильно понимают, видят вас специалисты высокого класса и так далее. Ну, в любом деле, финансовом особенно, вот там, где требуется точность. Деньги. Шабашки, подработка, помощь близких, так, в том числе материально вам может что-то сделать. В том числе отлично решаемый вопрос с государственными органами, всякие лицензии, оформление там всяких наследств, билетов, виз и так далее, там разрешений на всяких на землю и прочее. По состоянию здоровья, ну, состояние здоровья спокойно, возможно, что вы можете так чувствовать какое-то неопределенное домогание, это скорее, знаете, такое, ушел в себя и что-то там нашел. По сути, ничего серьезного с вами не происходит, но может, какая-то мнительность, знаете, что-то там такое не так я чувствую, может быть, что-то случилось. Это для всех, кто болен, для всех, кто, кстати, не способствует карта. Карта говорит, что не решайтесь на какой-то серьезный шаг, по крайней мере, на этой неделе. Хорошо подумайте, поскольку, надо подумать, да, не бегите на операцию. Карта говорит, что, возможно, что вы запутались со своими ощущениями. Башня. Так, состояние в личном. Ну что, могут быть разборки, причем такие, когда в партнерских отношениях у вас кризис в плане того, что каждый ограничивает какую-то требованиями своими, либо вас ограничивают, вы не можете встретиться, потому что государство, какие-то преграды, границы. Вообще это может также означать и разборки. Ну, для кого-то может быть даже хорошо и разборки, лишь бы было общение. Также крушение надежд может означать, если у вас вот такое. По состоянию, так, по итогу карта какая-то ухода. Да что такое у нас? Она очень хорошая такая денежная рабочая карта, приличная. Но тут вплоть до разрыва что-то. Или уход воспоминания какой-то, как было хорошо когда-то, вот а сейчас не так хорошо, как когда-то. И
Так, вот затихарился Овен наш, ушел в прошлое. Потому что сегодняшнее, особенно в личной жизни, вас очень сильно напрягает. Телец, молодец. Так, телец устал, вымотан, чувствует себя эмоционально в каком-то пониженной волне, да, на спаде эмоциональной. Также чувствует себя как опасность. Ну, сейчас посмотрим, как отработает по состоянию здоровья. Падение давления может быть такое, сниженный эмоциональный фон. По работе Вестник кубков, легкое интересное общение. Вокруг вас прям такая тусовка, творчество, причем вот вас периодически на вас что-то находит, хочется вам очень интересно что-то сделать, но вы не можете это доделать, поскольку Вестник кубков немножко перевернутый, волны творческой не хватает, да? Ну, хорошая карта для общения с клиент-ориентированным бизнесом, там, где вы напрямую общаетесь с людьми. Вот, очень такая хорошее взаимодействие, творчество такое, дети особенно. Шестерка мечей, социальное окружение. Кто-то может приехать издалека, вы можете приехать к человеку издалека. Также это расширение круга общения, то есть вы увидели какой-то новый горизонт, и у вас новые интересные люди на горизонте, да. Вижу Америку, вижу что-то там. Состояние здоровья. Вы очень как-то трудились, вкладывали в ваше здоровье. Можете на этой неделе продолжать или делать. Это скорее какая-то карта позитивная, где вы ощутите все-таки эти вложения. Это может быть в том числе, и даже рекомендуется работа спортсменов над собой, да, какие-то там тренировки, в том числе косметическая операция, может быть что-то. Отличная карта. Карта неплохая. Вы долго трудились, но с трудом, но оно вам дается, да, то, что вы хотите получить. Так, в личной жизни Вестник мечей, разборки, раздражительность в паре, если есть отношения, если нет отношений. Может быть знакомство с каким-то молодым, для женщин молодым парнем, который вас так вот такой вредненький, мечом лупит, причем незрелый тип, который такой вот мелкий гад. Любит покритиковать на пустом месте, но это для мужчин, может быть, это ваша ипостась вот такая вот, что вы, тельцы, могут быть такими, да. Раздражительный всадник кубков, конец, это ваш близкий человек, родственник, друг, любовник, может быть, даже ваш муж, с которым вы где-то весело, в очень таком эмоциональном близости проведете выходные. Кофе, чай, природа, вода, изобилие, зеленая травка, болтовня за жизнь. Друг, знакомый, любовник. Так. Наши близнецы. Тройка жезлов перевернута. Близнецы не могут определиться. В чем сейчас узнаем. Что-то вот, как будто вот где-то потеряли. Забудились в трех соснах, я называю эту карту. Я ее так сама придумала. По работе шут 0. Шут для работы, смотрите, если серьезные какие-то, ответственные, там, финансы, точные цифры, программирование. Карта говорит, что обнуление. Причем это обнуление не все хорошо, но для творческих людей. Возникла какая-то безумная идея, вы рискнули или какой-то новый бизнес с нуля начинаете строить. Да, есть в том случае, если у вас все налажено и по цифрам все проверено, то есть тут может произойти какой-то обвал, да. Вот двоякая карта для финансистов, программистов нехорошая, для остальных даже может быть интересная, как это риск, подумайте еще. Может, это вы не можете определиться, стоит ли вам рисковать или нет. Если в творческую профессию идете или как клиент ориентирован, то да. Если у вас все налажено, проверено, лучше не рискуйте. Двойка жезлов, окружение социальное, в котором вы находитесь, вам не сильно нравится, но у вас нет выбора.
Серьезно, какие-то дела очень сложно решать, поскольку люди все время откладывают. Добиться каких-то разрешений, все связано с документальным каким-то оборотом, связано с государством, получить от чиновника что-то. Тут очень сложно будет, потому что вас будет все время путать, мутить, и ничего серьезного не решается. О, колесо фортуны. Состояние здоровья улучшается, вы на своем пике. Хорошая карта, если вы решили что-то там, не знаю, провести какую-то, в том числе и рискованный воздействие на свое состояние здоровья, там, не знаю, вырвать зуб, что-то прооперировать, улучшить внешность. Очень хорошая карта, если вы решили выбрать какой-то новый вид лечения, если у вас какая-то болезнь, то есть у вас появился шанс ее вылечить или шанс нового подхода. В отношениях повешенной, ну, как старая связь, которая не очень, может, вас радует, или вы ощутите себя вот таким, знаете, у вас есть привязанность, если вы в отношениях, если нет отношений, карта повисшей говорит, что их и не будет, ситуация вот так вот она и подвисла, то есть вы привязаны как бы к своему, скорее, вот такому состоянию, к сам себе. Все на том же самом месте, и конец недели. Девятка жезлов. Ничего не делаю, ухожу от каких-либо вопросов, избегаю вообще что-то решать, либо вообще понял, что не в силах даже за это браться. Что-то такое интересное прям. Раздрай такой. Шут и колесо фортуны очень интересно резонирует. Скорее, может быть так случится, что вы не сможете именно приступить к работе в связи с тем, что у вас колесо фортуны меняет вообще ход жизни с шутом. Может, у вас даже работа связана с каким-то тренерством. В эту сторону все поворачивается как-то от внутреннего состояния. Хорошая карта для тренеров по йоге там. Интересно. Так, ваша раки, наши раки. Вау, вау. У раков прям так это. Подъем. Мах, главный, основной. Начало нового бизнеса, прилив сил. Вы находитесь в точке, где начинаете нужное вам действие обязательно, которое принесет в полной силе. Знаете, что, чего вы добиваетесь. Также это мужчина, может для женщины быть. Неделя пройдет с этим магом. Также обращение к магии созидательный. Поработайте всадник мечей. На большой скорости вам придется решать очень много дел. Они будут у вас, ну, как бы, придется разбираться в большом объеме информации. Также всадник мечей, кто-то подгоняю его называю, да? Какой-то, может, промежуточный начальник, клиент или который будет вас активно тыкать. Давай, быстрее, быстрее. Собеседование, где вам достаточно жестко будут задавать вопросы, ну, как бы на них можно ответить с этим человеком, можно договориться. Ух ты, что всех пошли тузы мечей, какая-то интересная неделя. Так, белая карта, социум, вот оно что, маг. Вы в окружении совершенно незнакомого общества, может, оказываетесь, с которым вы не знакомы, но общие духом. Может, у вас общие какие-то духовные запросы. Также карта способствует тому, что вы можете найдете человека, который, может быть, решит вашу старую проблему, которая раньше никак не решалась, просто вот из ниоткуда. Карта нужной вам информации, помощи, вообще так. По состоянию здоровья. Состояние здоровья тревожное. Также проблема с ногами. Обратите внимание на то, что вам нужно, особенно травматизм от ног. Да, видим, что они там хромают прям на этом, на костыле. То есть вам потребуется помощь. Причем тут обратите внимание, особенно ноги. Что ж такое? Раков. Так, поддержка. По состоянию в личном шестерка пентаклей говорит о каких-то незначительные события. Если у вас какие-то отношения, семья, это решение каких-то небольшие какие-то презенты, какие-то бытовые вопросы, то есть ничего не происходит, по сути, вы там на каком-то бытовом уровне
потихоньку тихая, спокойная жизнь. Если у вас отношения какие-то, знаете, переписка ни о чем, кто-то кому-то написал, что-то кого-то, кто-то там, не знаю, поздравил. Кстати, это ж дни рождения у раков идут. Не, ну, такие цветочки. Пока ничего серьезного. Переписочка. О, что у раков так очень контрастная карта. Туз Пентакли говорит о том, что белая карта прям и мах. Получение крупной суммы денег, итог большого какого-то предыдущего дела. Вот то, что вы долго вкладывали, вы наконец по полной красе получите. Скорее переезд, новое жилье, покупка жилья, крупная сумма денег, причем я говорю, что и очень интересно мах и в социуме. То есть это может также ваша самопрезентация перед обществом какая-то быть, получение именно как творческий потенциал реализуется таким образом. Но физически вам это будет прям тяжело. Потому что вам придется для этого куда-то ехать, быть в новом обществе. По сути, очень интересная карта у раков. Самореализация. Причем с крупным барышом. Левушки наши левушки. Кто у нас тут? Императрица перевернута. Левушки у нас пытаются продавить свои какие-то влияния. Также для мужчин-то она такая женщина властная, хозяйка, руководитель, которая вас очень жестко строит. Это женщина, может, это ваша ипостась такая. Я сейчас всех вас построю, что-то продавливаете. А оно как бы не продавливается. Ой-ой-ой, что-то день десятка мечей. Да что у нас сегодня? По работе обвал. Очень внимательно отнеситесь к вашим техническим каким-то делам, что у вас там на работе. И к здоровью. Это может также указывать на то, что ну, не сможете вы вообще работать. Вообще может означать увольнение по какой-то такой, которая давно уже зрела. Смотрим социум. Сейчас посмотрим, указывает ли на здоровье. Социум, тройка жезлов. Неопределенность, невозможно принять решение, вас путают, вы чувствуете, что что-то не то происходит. Запутались в трех соснах, я это называю, еще перевернуто. Нежелательно принимать какие-то решения, полагаться на людей, поскольку все это карта вносит такую, знаете, неопределенность вокруг вас с этими людьми, которые ничего не решают. Если вы ждете от них какого-то решения, они не решаются, то вам надо хорошо подумать и найти выход. Потому что сейчас его нет. Так, по состоянию здоровья. Состояние здоровья тут нормальное, двойка пентаклей, собственно говоря, может означать, что какие-то быстро приходящие будете ощущать влияние там, да, что что-то там заболело. Но это все не болезнь, это может быть в течение дня оно проходит, скажем так, в течение недели. Здесь, значит, десятка мечей, скорее указывает все-таки на рабочие моменты, поломалась техника, до серьезных каких-то разрушений, там, не знаю, сгорел компьютер, программа обвалилась, украли клиентскую базу. В общем, будьте внимательны, поскольку тут и подстава серьезная, возможно. Семерка мечей. Так, с личной жизнью тут сплетни, разговоры, подколки, чувствуете за спиной какое-то давление. Возможно, что вас просто обсуждают, вашу очень интересную любовную жизнь. Если у вас есть личные отношения, семья, это скорее вот такой, знаете, горловые разговоры у вас, да, что-то там, что-то мутит за вашей спиной, что-то партнер. Мутный, непонятный. Очень нехорошая карта для начинающихся отношений. Семерка мечей говорит обычно закулисье какое-то очень сложное у партнера. Так, колесница перевернута. Ну вот, здрасте. Разрыв, раздрай. На колеснице две лошади, которые несутся в разные стороны. Ситуация непонятная, да, куда же вам нестись, влево или вправо. Колесница разрывает как бы ситуацию на две части. И также есть двойка пентаклей. Я так вижу, что это все-таки кризис по работе. К нему надо внимательно отнестись, поскольку
Так, для львов пока вот такая вот сложность, да, что вы пытаетесь это как-то схватить, удержать. Хорошо, что еще со здоровьем более-менее так вот вы можете себя чувствовать. Но по колеснице будете разрываться на части, да. И, возможно, кстати, и разрыв. Ну, я так понимаю, что разрыв этот по работе. Все. Либо вам придется оттуда уйти, либо серьезная угроза такая. Вот, а с вами была Аграфена. Подписывайтесь на канал, заходите на мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.